Ну привет! И это снова очередной лакшери рум-тур. Я нахожусь в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Проходи, смотри. Значит, я нахожусь на главной улице, рядом с бульваром Голливуд Старс, где вот эта вот вся аллея. Покажу я, как можно заселиться возле Голливуда. Заходя в номер, значит, у нас есть шкаф. Что у нас в наличии? Ты можешь посмотреть поближе. Значит, в этой гостинице есть доска, халат, утюг, даже зонт есть. Даже зонт такой, конечно, неудобный. Смотри, видишь, чуть-чуть так. И сейф есть, пакеты даже. Продумано, продумано. Проходя, сразу у нас есть санузел, это то, что важно. И что мы сразу видим? Мы видим наши любимые шторки. Обожаю. Интересный момент в том, что шторки действительно чистые. Видно, что их стирают, либо меняют, но, скорее всего, их стирают. Значит, у нас душ, как всегда, американский стиль. Ванна для маленьких людей. Кондишн там есть, что-то там было, заполнено нормально. И тут у нас зона раковины. Стиль, видишь? Ну, не новенькая, но нормально работает. И лампа, кому для мейкапов тоже, вон, все это у нас работает. Полотенце выдают, значит, фен. Ну так, простенько. Не скажу, что лакшери, но норм, заселяться можно. И проходим в саму зону, значит, зону лежачки. Значит, тут у нас какая-то еще дверь, оказывается, значит, здесь номер, который может сделать как family room. Смотрим сюда. Телевизор есть, холодильник, тут есть даже холодильник, наш любимый. Маленький, кстати, ничего здесь не включено, он просто пустой. Удобно для тех, кто путешествует и с собой покупает либо еду. Что они нам предлагают в номере? Это Фиджи вода. Значит, смотрим. Фиджи вода и цена. Какая же тут все-таки цена? $11. Вот, тут даже написано, что $11. Но советую сходить в магазин, там будет гораздо дешевле. Тем более в Лос-Анджелесе продукты гораздо дешевле, нежели в других городах. Полки какие-то, но дальше у нас, значит, в кровати есть картина. Картина, какая-то красивая картина, допустим. Ну да, мы видим, так обшарпано, все так довольно-таки просто. Опять розетки у нас в тумбочке. Здесь вот видны такой столик, мини. И он там пустой, кстати, первый раз вижу, чтобы такой был. В кровати у нас king size bed, просторные, удобные. Их две штуки. Значит, что еще гостиница предоставляет у нас? Ведерко для шампане. Не для шампане, не знаю, маленькая. И здесь кофемашина, которая, что они тут? И чай, значит, и кофе. Medium dark roast, значит, medium, значит, черный кофе, да, и кружечки, все это предоставляют. Дизайн легкий, такая волна, кубистая волна. Вот рабочий стол, стул, ну как и стул. Стол, тут что-нибудь выдвигается, тут ничего не выдвигается, но розетка в столе, то, что удобно, удобно. Самая вещь, которая вообще просто нет слов, это пол. Значит, здесь ковролин. Я не знаю, как его стелили, либо его сверху уже стелили, но другой ковролин. Он такой мягкий. Ты идешь, и он вот, ты даже можешь увидеть, посмотри. Видишь, ты когда нажимаешь, вот нажимаешь, он проседает. И то есть ты ходишь, как будто бы вот воздушный какой-то ковролин. Видишь, это такая-то лампа, какой-то дизайн. Что мне не нравится, единственное, что мне в основном не нравится, это то, что вот здесь есть вот 3 лампы и у входа. А света здесь больше нигде нет. Вечером здесь довольно-таки темно. Но вид — это за то, что платят в этой гостинице. Просто красота. Если бы не вот эти шторки, кстати, с палочкой открываются. Вид на Голливуд. Но было бы еще классно, если бы окна были бы помыты. Они действительно очень грязные. Шторки. Это у нас, конечно, не автоматизировано, но с палочкой-выручалочкой. Но сам номер темный.
очень темный. И если вы собираетесь путешествовать в любой город Америки, то знайте, что всегда надо смотреть билеты. Так как получилось у меня, что все рейсы со всех городов просто были отменены, их просто то переносили, потом в конце концов отменяли, в итоге приходилось покупать билеты заново, в 2-3 раза дороже. Будьте внимательны, когда вы приезжаете в Америку именно с этими и domestic, и даже international. Я думал, что international они не могут отменять. Нет, они их тоже отменяют. Но ничего, это такая грустная нотка, которая решаемая, поэтому будьте бдительны и смотрите, когда вы куда-либо летаете. Но это не об этом, а это о рум-туре. Что у нас значит потолки? Потолки у нас довольно-таки высокие, но мне нормально. Кровати мягкие и клининг. Значит, клининг ежедневный. Здесь убирают, приходят киперы эти, как они там, и убирают на повседневной основе. Что в этой гостинице еще есть? Я оставлю артикль под описанием этого видео, оставлю ссылку на эту гостиницу, если вдруг кто-то захочет тоже либо посмотреть, либо сюда приехать. Что здесь не включено? Не включены здесь ни завтраки, ни обеды, ни ужины. Если вы хотите покушать, вам надо идти либо в магазины, которые рядом, либо в гостинице есть рестораны, прямо внутри гостиницы. По поводу парковки, если вы снимаете машину в LA, то гостиница предоставляет парковку, но в основном они с торговыми центрами рядом, либо с каким-то парк-зон. Сама гостиница, эта гостиница предоставляет парковку у входа за $60, но так как здесь прямо рядом торговый центр, вот прямо даже можно выйти с самой гостиницы в торговый центр. Если вы въезжаете и находитесь там до 3 часов, и при этом, если вы покупаете что угодно в торговом центре, вам выдают бумажку, вы платите только $3. Но если вы заезжаете больше, чем на 3 часа, то у вас выложится вот въезд, вы въехали, провели больше 3 часов на паркинге и выезжаете, то вам это уже будет стоить в любом случае $20. $10, если вы 5 часов находитесь, и 20 это то, что вы находитесь больше 5 часов. Поэтому, соответственно, всегда читайте, спрашивайте. Обычно это где-то написано, может не написано, но убедитесь внимательно, что если выдается в торговом центре вам парковочная бумажка, обязательно, помимо того, что штрих-код, в многих торговых центрах должны быть печати. Либо там какие-то такие штуки, чтобы сама машина считала, потому что очень часто они просто выдают, и она не считывает. А как делали мы? Мы, значит, выезжали утром, и приезжали, возвращались вечером, парковали, получается, машину на ночь, и она нам стоила, в любом случае, эта парковка $20. В этой гостинице еще на 5-м этаже есть бассейн, который работает, к моему удивлению, до 11 вечера он работает. Сам бассейн работает с 7 утра, то есть удобно. Рядом тут находится, так как это рядом находится аллея звезд, которую вы увидите в моем влоге, или уже увидели. Скажу так, что Лос-Анджелес вживую — это вообще другое. Но это уже в другом моем блоге, в котором вы можете посмотреть прогулки по Лос-Анджелесу. А у меня время — деньги, и вам пора уходить. Легкий такой рум-тур, лакшери. Не скажу, что это был лакшери рум-тур, но с тем учетом, что мы находимся рядом с аллеей звезд, он чувствуется чуть-чуть лакшери. Поэтому заканчиваю я свой рум-тур в LA. Пока.